Привет, друзья! С вами снова Павел Чар. Сегодня я захотел сделать простой классический обзор на игру для GameCube и не заморачиваться с монтажом. Я только начинаю открывать для себя игровую библиотеку этой приставки, и поэтому попросту выбрал знакомое название и одной из первых запустил игру про Варио. К тому же меня интересовали ее именитые создатели. Вообще создатель Марио Сигеру Миямото всегда держался подальше от всего связанного с Варио. Варио – это не его детище, это детище Хироджи Киотаки и гениев из Nintendo R&D1. На протяжении многих лет они делали упор на портативки, а для традиционной платформы решено было привлечь хорошо зарекомендовавшего себя Трэжа. Классическая выверенность и качество Nintendo, инновации и фишки Трэжа. Этого достаточно, чтобы заставить меня пустить слюнки от предвкушения. Несомненно, такое сочетание породило игру, достойную вершины игрового Олимпа, думал я. Оказалось, не все золото, что блестит. Если думаете, что это будет еще одна загадочная игра о Варио, продолжающая серию Wario Land, то ошибаетесь. Вдумайтесь. Трэжа, то есть сокровище, разработала игру про сокровища и умудрилась схалтурить, выдав золото дураков вместо настоящего. Да, какая ирония. Я не знаю всю подноготную и почему не получился шедевр. Давайте разберем игру, а выводы сделайте сами. История этой игры начинается примерно так же, как и всех игр про Варио. Наш главный герой наслаждается своим любимым занятием, безумно гагача в одиночестве среди богатств. И тут, внезапно, проклятый драгоценный камень начинает превращать золото в монстров и быстро опустошает замок. Варио отправляется в свое приключение, чтобы вернуть честно награбленное. История простенькая, но объясняет, почему после смерти враги превращаются в деньги. Сначала расскажу об основах. Всего 4 мира: лесной, призрачный, снежный и пустынный. В каждом мире по 2 игровых уровня с боссами в конце. И еще один просто с боссом. Вы должны пройти все уровни, как правило, слева направо. На всем протяжении вас ждут враги, оставляющие после смерти пригоршни монет. Помимо монеты и лечебного чеснока, есть 4 типа собираемых вещей. Спритлинги – это местные фиксики такие. Именно они когда-то заточили волшебный камень, а теперь он решил поквитаться и изловил всех сказочных обитателей. Их можно услышать и по звуку попытаться найти. В награду за освобождение они дадут совет, например, как лучше бить босса. Есть 6 на каждом уровне. Части золотой статуи потребуется немного поискать. Если вы соберете все 8 на каждом уровне, перед уровнем на постаменте будет золотая статуя Варио, и вы получите половину сердечка, увеличив здоровье. Если не все соберете, то скульптура так и останется без деталей, и ничего вам не обломится. Сокровища. Для того, чтобы получить их, вам нужно нажать цветной переключатель на уровне и найти панель с тем же цветом. Есть 8 сокровищ на каждом уровне, и получив все, можно разблокировать игру WarioWare. Вам понадобится Game Boy Advance и соединительный кабель. Это интересная функция, демонстрирующая совместимость с Game Boy Advance. Если он у вас есть под рукой, вы можете подключить его к кубу и скачать игру. Забавные маленькие мини-игры здесь юмористичны и интересны. У меня вот кабеля такого нет. Стоит его найти. А может, просто взять картридж для геймбоя? Драгоценные камни нужно собирать, чтобы пройти к боссам. Поначалу камней нужно немного, а под конец игры придется собирать почти все на уровне. Для того, чтобы получить их, вам нужно запрыгивать в люки, разбросанные по уровням. Люки разные. Деревянный, обозначенный крестом, скрывает головоломки, а металлический – платформенные уровни. В конце уровня можете взять воздушный шар и улететь к началу, если что-то пропустили, или прямо к боссу. Боссы веселые и разнообразные. Битва с боссом, безусловно, плюс. Каждый уникален и хорошо сочетается с местностью, в которой обитает. Хотя их слабые места легко угадываются, иногда требуется следить и за окружением, и использовать его для победы. Всего в игре 13 боссов, по 3 на мир, и еще финальный. Другая хорошая часть – это бонусные уровни, которые вы получаете, прыгая в металлические люки. Нужно добраться до награды сквозь шипы, исчезающие и движущиеся блоки. Проблема в том, что почти вся игра линейна. Нет никаких развилок на уровнях. Нет бонусов. Нет ничего, что отличает ее от других платформеров. Камера практически статична. Каждая игра на платформе должна иметь свои фишки, но мир Варио ими обделен. Точно знаю, оригинальность противников никогда не была основной целью для разработчиков. На каждом уровне вы обычно столкнетесь с 2 или 3 врагами. И они интеллектуалы.
почти не защищаются и прут напролом. Они все могут быть убиты или оглушены парой ударов. Им бы кальция пожевать, а то от щелчка с ног валится. Мало этого, враги, меняясь внешне, используют одни и те же движения и анимацию. По сути, за всю игру можно набрать штук 8 разных противников, просто они меняют шкурки. Например, на первом уровне есть враг Трицератопс с дубинкой. В другом мире таким же крупным врагом может быть скелет или мумия, и тоже с дубинкой. Обиднее всего, что здесь нет фирменного стиля Wario Land. Уберите главного героя и ничего не останется. Помните, в Wario Land на геймбое вы должны были найти как можно больше монет и попытаться добраться до секретных уровней в поисках артефактов. Забудьте, здесь нет шапок с разными умениями, нет загадок, даже бонусов как непобедимость тоже нет, и это удручает. Совершенно очевидно, к какой возрастной группе стремилась Nintendo. Компании просчитались, любителям прежних игр Wario будет легко, а малышам неинтересно. Сложность игры почти никогда не увеличивается, и некоторые из более поздних задач можно лучше всего описать как трудоемкие. Прежде всего потому, что все собираемое в игре абсолютно бессмысленно. Местные головоломки рассчитаны на маленьких детей и очень скучны. В игре всего 8 уровней. Куда уж другим с ней тягаться, да? С легкими врагами и отсутствием сложных головоломок игра займет максимум часов 10. Какие бы трудности ни возникали, даже если умрете, заплатите несколько сотен монет и продолжайте с того же места. Даже в схватке с боссом появитесь с полным здоровьем. И это здорово облегчает игру, не оставляя никакого, даже малейшего вызова игроку. Графика как раз такая, как ожидаете от подобной игры. Она не идеальна, но впечатляет. И по меркам платформы визуальная игра очень привлекательна. Видимо, именно здесь приложили все усилия. Все выглядит так круто и цветасто. Очень хорошее сочетание реализма и мультяшности. Нет никаких полигональных дефектов, и каждый уровень со своим стилем. Уровни проработаны очень хорошо и приятно смотрятся. Цвета сочные, освещение почти идеальное. И большинство объектов хорошо детализировано. На уровне в цирке Wario подсвечивают прожектором, как артиста. А на зимнем уровне лед здорово переливается. Ледяной мир имеет отражение, которое на самом деле искажает окружающую среду, не просто предлагая зеркальное изображение, но изображение, которое на самом деле выглядит так, как будто отражается на льду. Кое-где пришлось упростить текстуры, они выглядят неплохо, но не особо впечатляют. Текстуры просты, но детальны. Впрочем, вы это заметите только если станете присматриваться. Враги хорошо текстурированы и приятно выглядят. Звуки и музыка довольно важны, потому что делают игру смешнее. Насколько же получилось? Музыка, она всегда вписывается в тему уровня, вот и все. Музыка с простым, но ритмичным мотивом, который не раздражает и соответствует темпу игры. Видимо, для Wario достаточно музыки собираемых сокровищ, а на игрока ему наплевать, это же Wario. На протяжении всей игры он бормочет такие вещи, как «Ну и поганый же у тебя денек» и другие колкие изречения. Все бы ничего, но у героя словарный запас поменьше, чем у Элочки Щукиной. Блеск! Опять-таки удивление, восторг, ненависть, радость в зависимости от обстоятельств. Жуть! Блеск! Не учите меня жить! Вплоть до титров будете слышать одно и то же снова и снова, пока не победите в игре. Раздражающее «ня-ня-ня-ня-ня», которое играет всякий раз, как нажмете паузу, просто отобьет желание ее нажимать и сподвигнет не останавливаться. А если оставите Wario без присмотра, он начнет чесать ударный инструмент и кряхтеть от удовольствия. Вот гораздо забавнее кряхтение героя, вопли с визгами, связанными с физической нагрузкой, прыжками, подтягиванием на платформы. Звук игры примерно такой, как вы и ожидали. Звуковые эффекты качественны. Их тут целая куча, начиная от звуков вражеских заклинаний и заканчивая взрывами. Каждый враг по-особенному пищит, кричит, шипит или рычит. Если упадете в яму, то приземлитесь в логове призраков. Они пытаются схватить вас, чтобы вытрясти побольше монет. Вы должны обойти этот лабиринт, избегая воды, и открыть коробку с пружиной, чтобы выбраться оттуда. Каждый этап имеет все более сложные лабиринты, на них тратится все больше монет и времени. В некотором смысле для игрока падение Wario в лабиринт мучительнее, чем просто смерть. Смерть мгновенно вернула бы Wario на уровень, а здесь требуется его выводить. На уровнях с пропастями и обрывами стараешься побольше, чтобы не провалиться.
так как лабиринты начинают раздражать и отвлекать. Хотя игра хорошо выглядит и неплохо звучит, это заурядный боковой скроллер с примесью битэмапа. Наряду с простым ударом или прыжком на врага у героя есть еще две новые атаки. Когда Варио поднимает оглушенного противника, он может вращаться с ним как торнадо или подпрыгнуть и, так сказать, вбить супостата вместо сваи. Уровни приятной продолжительности не слишком длинные и не короткие, а в самый раз. Если вы устали от платформенных уровней, то взбодритесь от уровней с боссами. Хотя бы боссы должны быть стоящими, так? Ну, и да, и нет. Действительно, поначалу бои занимательны, но как только раскусите слабые места и поймете шаблон действий, то сразу продолжите легко избивать боссов, почти не рискуя здоровьем. Битвы с боссами – это лучшая часть игры. Они уникальные и крутые, но очень уж простые. Как ни прискорбно, но игра обычный середнячок. Она довольно приятна, если не возлагать больших надежд, а иначе будете разочарованы. Привлекательные визуальные эффекты и забавные встречи с боссами немного скрашивают короткую длину и другие оплошности. В целом, это просто еще одна игра про Варио. Да, приличная, но наверняка не то, что ожидалось. Если у вас выдался свободный вечерок, за ней можно скоротать время, да и только. Поддержите канал своими комментариями, лайками и репостами. На этом все. Пока.